Всем привет! Монтируя видео про жизнь на севере Испании, я вырезал оттуда фрагменты коротких двухдневных путешествий в другие города Франции и Испании. Поэтому пока монтируется следующее видео, пока планируется новое путешествие, я предлагаю вам эту закуску. И большое спасибо за поддержку прошлого видео. Приятного вам просмотра! Когда ты переезжаешь куда-то на долгий срок, ты не путешествуешь по самому городу или вокруг этого города, и Бильбао не стал исключением. Мы немного где здесь были, но покажу наши маленькие поездки в другие города, и первым будет французский город Бордо, куда мы поехали на музыкальный фестиваль. Я раньше не путешествовал по Европе, и для меня было сильно непривычно, что ты можешь просто сесть на автобус и оказаться через несколько часов в другой стране, при этом не проходя никакой границы. В Бордо мы выехали как раз поздним вечером, а уже в 5 утра были в городе, и нам ничего не оставалось, кроме как бродить по улицам и наблюдать за тем, как город просыпается. В какой-то момент сильно начало кидать в сон, мы перекусили в кондитерской, посидели на скамейке, но еще до 12 часов ходили, чтобы дождаться своего Airbnb. В городе капец как много бесплатных туалетов, которые представляют из себя киоск, нормально убранные, и они практически на каждом шаге, благодаря чему сам шаг становится увереннее. Этому реально хочется аплодировать, когда твоя программа — это пешая прогулка по городу. Ты просто посидел на траве, попил вина, захотел в туалет, дошел до туалета, вышел из туалета и чувствуешь себя услышанным этим миром. Днем город похож на рынок. Отстой, полный. Восточный колорит, типа, вообще не к месту. Но приехали мы на фестиваль Астрошоу, это рок-фестиваль, на котором выступала Евина любимая группа Dune Reds, и по сути только выступление этой группы мы и застали полностью. Но вот еще и этих ребят зацепили, они мне очень понравились. Фестиваль был бесплатный и проходил прямо в городе, в каком-то пространстве рядом с фабрикой или еще с чем-то. У фестиваля прикольный дизайн и мерч, поэтому мы даже сколлекционировали пластиковые стаканчики на месте. Короче, да, это уже выступление группы Dune Reds, и кайф был получен от этого фестиваля. Рок-выступления как будто бы сильнее всего раскрываются вживую. Je m'appelle Danny. Je m'appelle Dune Rats. Je m'appelle from Australia. Fuck yeah!
А после них была заключительная секция диджеинга, и это, конечно, во много раз проигрывает инструментом, поэтому это тот момент, когда нужно было сваливать. Весь остаток вечера я шел и напевал себе строчки Dune Rats. What a memorable night, I can't remember anything. И на второй день мы уже просто гуляли по городу, покажу вам эти красивые кадры. Погуляйте вместе со мной, давайте просто помолчим и отдохнем. А вечером мы закупились в супермаркете и занялись пикником. У нас был алкоголь, были всякие хумусы, чипсики, очень большой выбор еды, в отличие от Испании, поэтому мы кайфовали. Ну, кстати, во Франции немало рататуев, к нам на пикник тоже забежал один. Второй поездкой стала наша поездка с друзьями в другой известный город страны Басков, в Сан-Себастьян. Это курортный город. В этот день полгорода было перекрыто, потому что проходил то ли триатлон, то ли просто гонки. Ну, мы опять же просто гуляли по городу. Для уважаемых людей там есть такие развлечения, как океанариум, как базилика Санта-Мария. Не бесплатные. Вообще Сан-Себастьян считается кинематографичным городом, там красивая бухта, красивые улочки, в нем проходят какие-то кинофестивали, снимаются фильмы, и мы даже встретили какого-то возрастного голливудского актера, и у него был то ли съемочный день, то ли он туда на своей яхте приехал отдохнуть. В общем, от города пахнет хорошей жизнью, а значит и мы хорошо провели там время. В одни из выходных нам нужно было быть в Мадриде, где я прежде не бывал, и взяв билеты на автобус, мы решили сделать себе туристический уикенд. В Мадриде сразу чувствуется большой город, чем-то напоминает Москву, большие проспекты, большой центр, больше заведений, мероприятий. По сравнению с Бильбао сильно больше масштаб, поэтому ощущается цивилизацией.
Но меня погубило то, что я слышал про город очень много хороших отзывов, что это чуть ли не один из самых, если не самый красивый город Испании, что в нем очень много красивых парков. И, видимо, у меня были слишком завышенные ожидания, которые совсем не оправдались. Возможно, я провел там мало времени и не успел как-то прочувствовать, проникнуться городом, не знаю. Та же Барселона, которая совмещала в себе и большой город, и какой-то пляжный район, гораздо интереснее мне показалось. Мы также сходили в Национальный музей, где посмотрели картину Пикассо «Герника» и другие его работы на эту тему. Много картин Дали, было интересно гуглить что-то про эти картины. Что прикольно, в Мадриде бесплатные 2, как минимум, галереи, точнее, они бесплатные по вечерам. Это весьма приятно и сильнее стимулирует к походу. Изначально план у нас был остаться на второй день, но в сентябре были неоправданно дорогие цены на жилье, и даже не то что квартиры, хостелы и комнаты выходили больше 140 евро на двоих. В итоге мы быстро закончили свои дела, а спать решили уже в автобусе, везущем нас обратно домой. Кстати, у них в городе тоже есть свой паук, только это уже лягушка, и расположена она просто на улице рядом с перекрестком.